Всем здорово, народ! Сегодня будем играть за Урсу, за медведя. Приятная такая каточка по итогу получилась, с рампашкой в финале, но об этом чуть позже. Значит, несмотря на то, что за последние 15 игр у меня где-то 13 лузов, это медведя не коснулось. Урса не пострадала, все в порядке. На ней у меня сейчас винрейт достаточно хороший. Вообще для лоу ПТС пабов, скажем так, как будто бы имба герой, потому что очень темповый. Ты можешь и бесконечное количество кемпов качать очень быстро, там, когда БФ появляется, да, ты все пылесосишь, лайн забираешь, так еще и с блинком можешь ломать лица вообще постоянно всем вражинам. И каждая шмотка, которая у тебя появляется, она прям супер сильно тебя скейлит в плане потенциальных возможностей. И, соответственно, ты каждую свою минуту можешь очень эффективно на мапе проводить. Значит, тут у нас Бара планирует со второй минуты водить пачки. Соответственно, мы хотим это помешать, поскольку у него первый левел, чаржа еще нет. Я вот заколил, чтобы мой пацанчик на личе подошел, нажал кнопки в Баратрума, ну и здесь как будто бы он должен погибать. Да, Бара без сапога, поэтому забираем ФБшку еще и на Баре, супер приятно. 319 голды, приносящая нам смерть вражеского кабанчика, и это нас не может не радовать, естественно, на медведе. Ну, как вы понимаете, здесь фришный лайн, а вот такие игры как будто бы на Урсе ты вообще не отпускаешь, потому что очень быстро добираешься до нужных своих предметов и просто по мапе начинаешь бегать, в гейты прыгать и кошмарить всю вражескую тиму абсолютно. Здесь не даем сделать отводик вражескому Primal Beast'у, ну и просто закачиваем пачку. Отзониваем противников от крипов, которые сейчас умирают на нашем малом кемпе. Личут парочку задынает, там, по-моему, сейчас знаменосца уничтожит им, да, приятно. Ну а мы знаменосца вражеского, естественно, забираем вражеского знаменосца. Уже нафармил себе колечко на отхил, 3-я минута, между прочим. Решил именно через него здесь побилдиться. То есть сначала колечко, потом фазики, ну и дальше же, понятное дело, в Battle Fury выход. Должны догонять здесь Баратрума, все-таки он первый левел до сих пор имеет. Он, кстати, догорел с гранатки, да, или с чего? Его лич добил. Ну, неприятно, конечно, но, с другой стороны, поч нет. 50 голды нам, получается, с бары насыпали. Ну, чувачок первого левела, нормально. В целом, нам самое главное свое забирать, и не так важно, что там у лича, не так важно, что там у бары, не так важно, что там у Primal Beast'а, естественно. Тут решил настакать на нем немножечко лапок, уже 3 стака имеется. Если сейчас личинка подойдет как-нибудь грамотно, можно будет его даже, возможно, убить. Но нет, вовремя замечает он, что может здесь откиснуть, поэтому, да, Колю лечу, что не надо. Стаки спали, под вышкой, все-таки еще слишком рано так сильно агрессировать, можно просто крипов подынаить, ну или, по крайней мере, не давать спокойно фармить вражинам. Переключимся на камеру глазами игрока, на меня. Крутимся, очень вовремя переключился. Ну так вот, отличительной особенностью моей игры за Урсу, скажем так, моего видения, это то, что я собираю дисперсер очень часто. И, понятное дело, бывают всякие игры. Сейчас посмотрим, как этот файт закончится. Скорее всего, мы здесь откиснем. Да, умираем. Значит, бывают различные игры, понятное дело, и тяжелые, когда не хочется голду лишнюю вообще на всякую фигню тратить. И, понятное дело, в таких играх дисперсер, скорее всего, покупаться не будет. По крайней мере, в первые 4 шмотки это точно не он. Вот, да может и вообще, в принципе, покупаться не будет. Но когда вы темпуете, когда у вас все либо нейтрально, либо хорошо, как будто бы дисперсер, опять же, в моем понимании, супер приятная шмотка для урсы, потому что вы после того, как, допустим, условно, блинкуетесь на противника и там убиваете, не убиваете, неважно, вы потом можете нажать дисперсер не только ради диспела себя, всякого замедления, допустим, неприятного и так далее, от чего урса страдает. Вы еще и получаете огромный МС, что позволяет вам как выйти из файта, так и продолжить его дальше, еще более агрессивно вглубь противничков залезть. А если у вас дисперсера нет, понятное дело, там фейзов не хватает. То есть, условно, блинк, там БКБ, тудым-сюдым, но вас могут раскайтить. С дисперсером вас раскайтить гораздо сложнее. Ну и, в общем, мне очень комфортно именно с данной шмоткой на Урсе играть. Как будто бы в каждой игре, где я собрал дисперсер, я победил. Но, возможно, и обратная у нас есть, идет связь. В каждой игре, что я победил, я собирал дисперсер. А это уже немножко другое. Пока что просто качаемся. У нас пока что супер чил. Никто нам как-то не мешает. Ну, понятное дело, там против нас 2 милишника, Бара плюс Primal Beast. Но он на Баре плохо делал, что он не купил себе сапог. То, что он плохо выводил пачки, мы его убили, забрали на нем ФБ, и как бы камбэкнуть они уже-то не могут. Нападение на мою личинку.
Очень вовремя долетают, кстати, фейзы, и как будто бы здесь мы должны забирать Primal Beast'а. Да, совершенно спокойно его забираем, размениваем. И для нас, очевидно, это выгодно. Помер Лич, мы заработали кильчик, заработали экспу. И, скорее всего, под 7-ю минуту еще можно будет сыграть сейчас под руну экспы, вот эту. Да, с кайфом. По-моему, я колил своим тиммейтом, что надо бы сыграть сейчас под 7-ю минуту здесь. Если бы ульта уже была, если бы был еще больше, если бы был прям огромным медведем, можно было бы как будто бы и на экспу сходить. Но так начался какой-то замес на топе. Как будто бы в него вписываться мы не хотим. 7-я минута 30 секунд. Сбегал в потайную лавку, купил себе вторую часть колечка. На мана реген уже. Ну и как будто бы, посмотри, насколько у нас все вообще шедеврально. У нас есть и колечко, которое нам хп ману регенит, и фазики. И скоро уже Battle Fury должен появляться. И это будет лютый темп. Потому что с БФом, конечно, скорость фарма в Русы поражает. Здесь я не понял сначала, зачем у меня нажал ультимейт вражеский Primal Beast, но очень вскоре я пойму. Я осознаю свою ошибочку. Очень далеко давят противники. У моих тиммейтов должны быть телепорты. Ни одного телепорта нет на моих типах. Очень долго меня здесь убивают. Очень долго я кричу войс, что надо бы мне помочь. Прямо всей командой ко мне. Ну, с мидером, понятное дело, пришли. Как будто бы ошибка здесь была в гейт прыгать. Возможно, стоило стрейфануться вот сюда и выпрыгнуть от противников. Может быть, пожил бы. Может быть, пожил бы. Но просто проблема в том, что ко мне еще ни одного телепорта не нажали. И начинается фит. Начинается фид саппортиков. Вдвоем они здесь откисли, то есть мне не помогли, еще и нафидили вражеского кеза. Так, 10-я минута 30 секунд. БФ так еще и не появился. На меня чардж бара нажал, когда я заходил в гейт на топе, то есть я прокачал тройку, запушил лайн, зашел в гейт, и вот в этот момент на меня еще бара нажал чардж. Снова повторение истории. Снова в меня ультует Primal Beast, снова в меня бежит бара на чардже, успеваю нажать свой ультимейт, но как будто бы здесь без шансов должен погибать. Снова ни одно ТП моей командой не жмется на мою вышку подсейвить, и мы здесь умираем. Смерть меня настигла, говорит Урса. Но, по крайней мере, ИО убили, хоть что-то положительное случилось. И таким вот образом ситуация перестала быть безоблачной, настолько сильно радужной, как было несколько минут назад. У Кеза нетворс гораздо больше, он на 700 золота почти, на 600 опережает. У Primal Beast'а уже больше, чем у нас, ну и, понятное дело, такой подфит с моей стороны. И, конечно, максимально неприятно. Но, опять же, если бы реактили на такой сильный дайв мои тиммейты, все было бы гораздо проще. Но пацанчики решили меня не спасать абсолютно, и противников не убивать в ответочку. Они вчетвером, естественно, меня загасили. Но здесь как бы и Кес поддавил. Должны у меня союзники с ним справляться, поэтому я не особо на него стрейфовался, да так решил просто глазком подсмотреть. Нормально Кеза убили. Сейчас будем смотреть, что у нас происходит дальше. А происходит то, что долетает нам Battle Fury. На 13:40 он мне прилетел. Да, понятное дело, не идеальные тайминги, но с пивом потянет. Пойдет. Слишком много раз я нафидел, целые 3 смерти у меня имеется, нужно было лучше играть, как говорится, понятное дело. Вообще мог совершенно спокойно с одной смертью находиться на мапе, и все дела были бы у нас гораздо приятнее и комфортнее. Понимаю, что подо мной имбокер, могли бы напасть сейчас на Primal Beast'а, но почему-то он бежал без инвиза, Колстамп не кастанул, ничего не кастанул, Primal на блинке просто здесь вышел, и в очередной раз над нами висит зловещий рок, вот это вот метка смерти просто, естественно, мы ее не видим, потому что играем без читов. И на нас в очередной раз нападает Барабум плюс Primal. Ладно, хоть Ива не полетел, хотя бы в этот раз у меня получилось избежать данную поплаву. На самом деле, видел, у меня 1 стак когтей был в моменте. Я одну тычку решил не давать по Primal Beast'у, так бы у меня получилось его еще и в соло забрать без инвокера. Там как раз таки, когда у меня 1 стак висел, я эту тычку не добил, и потом пришлось обновить оверпауэр. Так что, ну, по сути, ну не то, что не доиграл, понятное дело, я сразу видел и верну, то, что она может дать колбу, но вот если бы все-таки в моменте, когда тычку лишнюю опрокинул по праймалу, получилось бы в соло его здесь убить. Ну и, по крайней мере, может, инвокер бы здесь так долго не оставался, и получилось бы у него выйти. Anyway, 15-я минута, появляется, Аганим на вражеском мидере, и вот это уже, кстати, может быть реально проблемой. Я понимаю, что мне фидить больше нельзя. Я понимаю, что мне нужно здесь быть огромным, мне нужно стать гига-медведем. Вульверина я должен стать, поэтому я пошел просто качаться и фармить. Без смертей. Сам для себя понял, что все, хватит фидить, надо побеждать. Реализация ультимейта невероятная пошла, чтобы дополнительное хп не потерять. Ну и сейчас как будто бы должен быть жесткий сноубол.
жесткий сноубол должен быть. То есть я буду вписываться только в те файты, которые будут для меня выгодные. И как будто бы уже не стоит играть снизу, без вижена, под бару, чтобы не нафидить в очередной раз. Значит, поставил блинк себе, естественно. Хочется мне сначала купить блинк, чтобы иметь дополнительную возможность и выжить, и убить. И потом уже как раз-таки тот самый дисперсер будет у меня появляться. Вот так вот улетает Кес. Это именно работает таким образом, что под чаржем, под свапом винги он улетает все равно. Интересно, конечно, но допустим, ладно. Начинается файт. По идее, должен догорать, да, догорает Primal Beast. Я понимаю, что дальше вписываться мы уже не можем. Просто совершенно спокойно выходим на нижнюю линию. Быстренько можно ее толкнуть. Опять же, видишь, полетели за инвокером процентчики. И я понимаю, что через пару секунд у меня будет доступен телепорт. И если что, если не будут прям слишком сильно агрессивно давить под Т2 и Т3, я туда смогу нажать ТП и помочь своему тиммейту. Поэтому как бы фармим крипчиков и поглядываем, что там происходит. По крайней мере, на минимапу смотрим. Все, видим, что Бара, что Ио, что Виверна, все находятся под бином. Совершенно спокойно выходим, следовательно, на вот эту пачку. Не боимся, что какой-то Праймал плюс, опять же, Бара нас здесь убьют. И понимаю, что Кеза видно на варде. Колю, чтобы у меня пацанчики нажали ТП, летит винга. У меня имеется нейтралка. Мы ее нажимаем. Благодаря нейтралке получилось нам добраться до Кеза, но вот из-за того, что он нажал ультимейт и не вышел, как будто бы это ошибка с его стороны. Ультимейт, чтобы микростан по нам прошел, чтобы вообще время не терять. И добиваем здесь Кизурия. Сам он здесь нафидел. Ему не нужно было просто в нас обратно упарываться. Нажал ультимейт и убежал бы. Все совершенно спокойно. Но чел решил развернуться. Это его и похоронило. Не знаю, каким образом он хотел меня убить, если честно. Потому что у меня ульта была не на кулдауне. Бара у меня никакой не летел. Ну, короче, странное решение от вражеского Кеза позволило нам немножечко камбэкнуть. Долетает блинк. Топ-1 Этворос получится у нас заиметь на мапе. И как будто бы сейчас, ну, для противничков начинается самое тяжелое время. Потому что я начинаю есть. Я начинаю качаться. После блинка решил здесь как раз-таки тот самый дисперсер себе прикупить. Вот и посмотрим. Даст ли он нам что-нибудь, или будет бесполезным куском. Но вообще, на самом-то деле, вроде прикольно. И опять же, в Primal Beast'а где-то его подзамедлить, и в Кеза подзамедлить, и Бару подзамедлить. Выглядит флексово, в любом случае. Но и опять же, видишь, я не люблю останавливаться только на диффузах. Мне нравится именно в дисперсер собирать. Вот просто ради диспела и ради доп. МСа. Именно ради на себя. Понятное дело, что когда против вас играют глимеры, против вас играют айоны, если против вас играет какой-нибудь, допустим, некор, тоже прикольно собрать себе дисперсер и диспелить все это дерьмо. Но и даже в такой игре, как вот текущая, когда нету, казалось бы, вроде необходимости в диспеле с противников, очевиднейшей, да, какой-нибудь, ну, типа некра того же, все равно, ради самобафа, ради самодиспела, ради самоускорения, вот уже как будто бы мне захотелось дисперсер здесь в карманце собрать. До 20-й минуты, соответственно, просто совершенно спокойно фармил. Где-то вот прокачивал кемпы вражеские, вот по такому маршруту примерно следовал, когда мониторил противников, понимал, мне ничего не угрожает, как вы видели, запушил пачку вдалеке, и уже, соответственно, хочу под 20-ю минуту как-то найти пиков на противниках, чтобы можно было забрать шардик. Понимаю, что, соответственно, в центре напали на мою вингу, которая вылетела, и вот такая вот интересная пауза у нас пошла, как раз, кстати, возможность для того, чтобы я поставил камеру глазами игрока. Интересно, конечно, ТП у меня нажимается на ванпост каким-то хреном. Я хотел, конечно, в кустике под Т1 вышку, но и так пойдет. Я понимаю, что у Верны есть колба, думаю, прыгать не прыгать. Понимаю, что если я жестко это все сделал на нейтралке на первом спыле, не успеет среагировать пацанчик, и мы забираем здесь Виверну. Делаем на ней кильчик. И вырисовывается такая ситуация, что вот у нас винга ливнула, вроде бы ее дожидаться здесь никто не хочет, и я вижу, что Кес показывается в боте. Возможно, сначала было у меня предположение, что они пойдут на шарт его забирать, поскольку сейчас уверенно ресается, и мы в меньшинстве точно не будем его дефать. Но я заколил своим пацанчиком, что можно бы зайти на Рошана, попробовать. Опять же, Вижен, если здесь вот мои пацаны поставят, ревилит, судья, вражин, можно здесь убить Рошаха очень быстро, если у нас все это получится сделать. Но на самом-то деле достаточно агрессивный Рошан у нас здесь вышел такой. Мужицкий, медвежий. Настоящий Рошан, очередная пауза. Сейчас быстренько мы ее здесь проработаем. Все, забираем здесь Рошана. Кстати, если бы он меня забашил последней тычкой, было бы весело, на самом-то деле. На таких тоненьких движениях забираем себе Эгис. Винга, кстати, еще до сих пор не подключилась. Мы ее не ждем. Ну и ладно, как будто бы. Значит, из приятного, кстати, еще момента по поводу дисперсер, он собирается из Иглсонга, это 25 ловкости, а значит у нас будет дополнительная скорость атаки, на самом-то нехилая. Вы увидите, насколько бодро Урса станет бить, просто даже без оверпауэра. Ну, понятное дело, это нам не так важно, но иногда может заролять, как минимум крипов фармить гораздо приятнее. Решил докупить себе здесь маску.
ради какого-то дополнительного лайфстила, чтобы он хоть какой-то здесь был. И нападение на инвокера Кезом идет. Естественно, мы оказываемся рядом. Совершенно спокойно здесь должны пацанчика добивать. Ульту жмакнул на всякий случай, потому что вот какая-то бара может прибежать. Не хочется дополнительно в стане стоять. Да и вообще такая ситуация на самом деле была, что смотри, если я ульту нажимаю, и, допустим, противники решили Кеза дефать, решили за ним стоять, и где-то там они рядом находились, опять же, это было не лишнее, чтобы не словить стан от бара, не словить врыв от Primal Beast, и гарантированно Кеза добить. Если же они Кеза не дефают, то мне следующие 30-40 секунд точно ультимейт не понадобится. Ну или, по крайней мере, я знаю, что вот я не буду вписываться, поскольку ульты нет в какие-то неприятные для меня ситуации. Видел, соответственно, что его нажимал релокейт, колю своим тиммейтом, своим сапом, чтобы они подошли под центральный коридор. Но здесь не успевает Винга добежать до места релокейта, чтобы поставить ошника. И очень лоу-скильный стрейф от меня вправо, потому что я всегда забываю про бару на данной мапе. Ну, на самом-то деле, здесь плохая уже ситуация для нас вырисовывается. Слишком далеко я здесь загулял. Несмотря на то, что у меня есть Эдис, все равно для нас файт максимально невыгодный. Ресается Кес, прилетает на аванпост, естественно, и блинкаут получается сделать, если выйдем, будет нормально. Окей, повезло, не прям, чтобы какая-то критичная ситуация, учитывая, что... Подожди-ка, а может быть и критичная. Догоняют меня. Ульту уже потратили, ульту не нажать, свап очень вовремя, хорошо. Есть контактик, начинаем оверпауэром бить по ИОшнику, по загулявшему шарику. Санстрайк в Баратрума под колбу и верный. И как будто бы передавили-то противнички. Дайв на передаев, как говорится. Вот люблю эти качели на сколько там, 5К, 6К ПТСах. Великолепный просто гейминг происходит на ваших экранах. Ну ладно, нормально. Сначала мы подзакидывали, потом противнички подзакинули. Нас это не может не радовать, поскольку скоро появится тот самый дисперсер. И вот с дисперсером начнется флекс. Кстати, как раз таки из-за того, что я буду постоянно прожимать дисперсер, это будет нам стоить дополнительную ману. Я на 10-м левеле беру себе левый талант на, соответственно, дополнительный мана-реген. Потому что без него не хватает мана-регена с Battle Fury на то, чтобы постоянно нажимать и оверпауэр, и еще и дисперсер сверху тоже там периодически клацать. Мана будет у вас страдать. А вот как раз таки с этим талантом супер комфортно и кайфово бегать. Итак, следующая игровая ситуация. Остаюсь играть сверху. На самом-то деле достаточно рискованный плей, учитывая, что мои тиммейты далеко, подо мной ходит только Лич, а противников абсолютно не видно. Плюс, опять же, последняя инфа была то, что не находится именно в топе. Кеза, конечно, можно на варде сейчас заметить, но тем не менее, больше не видно никого. И навряд ли он здесь будет один. Идет врыв моего Лича. Думал я, спасать его или не спасать. Опасался, опять же, Курсету Верны, которую только что она выкинула. И вроде бы файт максимально плохо для нашей команды разворачивается. Умирает еще и Винга. На меня снова бежит Бара, где-то чаршнут у меня с базы. Тыкнул. И нужно нам здесь выходить. Неужели дисперсер сейчас нам покажет, что он может? Сила дисперсера, прыгаем. В нас впарываются противнички. Верно не успевает колбой подсейвить здесь никак. Абсолютно своего Primal Beast. Он умирает, также еще должен отправляться в таверну Бара. Бара тоже забираем, остается и Верно одна в соло. Не побежал почему-то Кес за командой своей. Хотя Бара меня подсвечивал. Если бы еще Кес был рядом с ними, то хватило бы урона, чтобы меня убить, потому что ультимейт у меня был на колдауне. Если была бы Верна рядом, тогда бы еще и, соответственно, не получилось бы вообще, в принципе, нам кого-то оставить от противничков. Они не доиграли и подарили мне очень много киллов, очень много денег. И для нашей команды как будто бы возможность для дальнейшей победы. Очень сильно стараются противнички закидывать данную игру. И даже все мои дайвы-передайвы оставляют ненаказанными. Пока я закачивал топ, пока я запушивал пачку и пытался разводить на глиф ломает Т2 вышку, напали через чардж-бар, через релокейт ошника на мою Вингу и загасили ее. Между прочим, я вышел на охоту мстить. Блинкуемся, дисперсер нажимаем, поэтому не получается у Верны скрыться от нашего медведя, и мы ее здесь отправляем в таверну. На самом деле очень вкусный килл, поскольку Верна очень много проблем составляет нашей команде. И колбой сейвит, не дает мне гасить противничков. Ну и, понятное дело, Курсой тоже очень сильно мешает играть нам. Стакаясь вместе. Здесь нажал в Лича дисперсер, чтобы его тоже подускорить, потому что дисперсер работает одновременно и на прожимаемую цель, соответственно, и на нас лично. Можно нажать как в союзника, чтобы его ускорить, и с него всякое негативное дерьмо задиспелить, так и в противника, естественно, можно нажимать, чтобы его положительные бафы диспелить. В любом случае, самоускорение и самодиспел будут активированы всегда. Докачал я сатаник, и как раз таки нападение идет на центральном коридоре под моих саппортов. Нажимаю, естественно, телепорт, чтобы все это дело подсейвить. Меня видит Primal Beast, нажимаю ульту, чтобы подконтролить и не дать
мне разобраться с вражескими сапами, там, с Виверной условно и с Баратрумом. Как раз таки, смотри, нажимаю дисперсер в Праймала, ускоряю себя, и несмотря на то, что он был под БКБ, хотел как будто бы вроде как убежать от нас, нам хватило МСа, чтобы спокойно его тычковать, и все, отправить в таверну. То есть дисперсера, если бы не было, я бы его не догнал, потому что на фейзах я тупо бы не смог добраться так быстро до Праймал Биста здесь. В этом плане тоже, как я и говорил, здесь помогает нам догонять данную, ну я не знаю, кто это, ящерица, динозавр. В общем, да, Праймал от нас не убегает. Если бы у него не было БКБ, он бы вообще не двигался. То есть я бы и себя ускорил, и его бы замедлил. Но даже личного ускорения, несмотря на то, что Праймал не замедляется, хватило, чтобы его догнать. Но как будто бы противнички все уже поплыли. 18-5-9 счет. Убить меня они не могут. Они даже и не пытаются нападать в меня как-то. То есть Праймал нажимал ульту, чтобы чисто подконтролить. Чтобы я не прыгнул в Виверну, не прыгнул в бару, когда они потратили свои сейв-кнопки. Все, отходим на Рошан. Как будто бы он здесь должен быть фришный, противники дефать не должны. А если и придут, то мы их здесь похороним. Плюс, кстати, долетел к нам Башер. Нашла моя команда килл на Баратруме. В принципе, не так критично для вражеской команды. Здесь я блинкуюсь в тройку, а Кеста загулял. Почему-то нападает Ваегис прямо на меня. В очередной раз решил, видимо, подзакинуть игрульку, но мы здесь как бы без проблем его должны забирать. Долетает ульт от аппарата с никнеймом Судья. Приговорил, получается, вражеского Кеза на поражение в данном матче. Не знаю, что он делал в тройке, когда очевидно, что я вот после, допустим, того, как запушу лайновую пачку, сразу же пойду в тройку ближе к своей команде. Он почему-то вообще этого не боялся и решил остаться. И несмотря на то, что вот я в него как бы прыгнул, нажал ультимейт, нужно было просто выбегать. Но опять он развернулся и начал зачем-то со мной драться 1 на 1 с Урсой. Ну все, должен сейчас заходить на ХГ, должен быть последний файт, посмотрим на него. Если не пойдет какой-то поплавы лютый с нашей стороны, то должна быть фри-игра, должен заканчивать. Баннер поставили. Прыгаю сразу же на агрессии в Primal Beast'а, понимаю, что Кеза нет, 33 секунды, надо форсить файт. Курса Венгу не так уж критично, а учитывая, что она еще и не умерла, вообще без проблем. Догоняем здесь Primal Beast'а, последней тычкой его добиваем. Есть и дисперсер, есть и сатаник, здесь вообще без проблем должен оставаться, драться, да, идем дальше. Нажимается бесплотность через Ghost у Иошника, и он выходит. Найс, отлично, никого не потеряли. Уничтожили 2 противничков. Здесь я просто зоню, опять же, оппонентов, чтобы они не подходили к моей команде, не мешали ей пушить. В любом случае, у меня маны не хватает на то, чтобы постоянно здесь нажимать свои кнопки. А Урса без оверпауэра, конечно, долговато достаточно бьет бараки, понятное дело. В общем, Венга и Инвокер справились достаточно хорошо с данной задачей и без меня. Не хватило маны на дисперсер. Если бы хватило маны, я так бы убил сейчас и он. Но, тем не менее, нужно разворачиваться, бить дальше Кеза. Кез снова умирает. Возможно, выбьет Эгис, но нет, успеваю клацнуть сатаник. Выживаем. После смерти Primal Beast все равно своими волнами меня добивает. Выбивает Аегис с меня. Снова бесплотность на Иошнике. Нажимаем дисперсер. Диспелим все это дерьмо, убиваем Иошника. Найс, найс, долби. Самая хорошая ситуация сейчас связана с тем, что у меня фулл мана, потому что после Эгиса меня зарегенило на максимум. И вот когда у тебя есть фулл мана, с этим билдом ты можешь постоянно нажимать первый, второй, нажимать дисперсер, это прям вообще... Это просто забей, это похорон должны быть для вражеской команды, 1x10 сражаюсь, почему-то не нажимаю дисперсер и Виверну. Не доиграл. Сейчас бы Виверна должна была тоже отправляться в таверну и вслед за ней Иошником. Была бы уже рампага прямо сейчас, но из-за того, что моя вот недоигровочка случилось, Виверна выжила, и, возможно, сейчас еще нас похоронит. Но есть ультимейт, 100 хп остается у меня, я выживаю, хочется рампашку заработать. Бежим прямо в Баратрума, буйство. Убиваем Виверну. Буйство номер 2. Медведь озверел, съел всю вражескую команду. Почти нафидел на самом-то деле. Ну, видишь, я не потный профессиональный игрок. Надо было просто нажимать дисперсер Виверну, делать рампагу гораздо быстрее. И еще и Виверна бы не смогла нажать ни курсу, я бы тогда точно не умер, и, скорее всего, бы еще и Барабума тоже бы потом забрал. А так, видишь, был микрошанс на то, что меня убьют. Понятное дело, на исход матча это бы никак не повлияло уже, но мы бы не заработали Rampage, это было бы неприятно. Последние потуги от вражеского Кеза что-то сделать. В очередной раз отправляем его в таверну и завершаем данный матч. Неплохой билдачок по итогу получился, финальный. Вот такая вот котичка, народ, сейчас быстренько покажу вам послематчевую статистику и будем видос завершать. В любом случае, народ, всем удачи, всем прогрессив в поднятии ММР, всем на сегодня. Пока!